Здорово, народ! Перед тем, как мы начнем, я бы хотел, чтобы вы подписались на мой инстаграм. Вот так вот, я там в инстаграме, вот такие вот там у меня фотки. Так что подписывайтесь и, блядь, лайкайте и делайте всякую пиздатую хуйню, пишите комменты там. Погнали! Ну что, давайте с чего-нибудь коротенького начнем. Есть одно видео, прям идеально под эти параметры подходит. Блять, вы это видели? Не, ну правда, может кто-то в этот момент моргнул и все просмотрел. Олень споткнулся, наебнул сальтуху и, как ни в чем не бывало... Попидел довольно. Интересно, куда он так летел? Вот этого пса догнать пытался. Хотя не, я думаю, тут дело в другом. Олень просто решил перед чуваками в тачке выебнуться. Нихуя ты баклажан, блядь. Да, у нашего Бэмби в тот день весь мир на глазах перевернулся. Прям как у этого мужика. Вау, блядь, нихуя себе! Короче, я хуй знает, что еще тут добавить. Ну, кувыркнулся олень и кувыркнулся. Ничего такого сверхкрутого он не сделал и... Вообще он меня бесит. Да! Пошел нахуй, олень! Единственный, за кого я тут рад, это чувак, который снимал. Я заснял! Я заснял! Вашей дочке исполняется 11, и вы не знаете, как сделать так, чтобы она запомнила это на всю жизнь? Все просто. Устройте ей хуевую днюху. Вот вам, кстати, наглядное пособие. Итак, сначала я хотел бы сделать небольшую ремарку. В данном видео мы имеем дело с командой профессионалов, потому что на первый взгляд все выглядит вполне себе безобидно. Тут и торт со свечками, и поляна накрыта. В общем, все... Чикамоня. Но при этом вы посмотрите, блядь, на именинницу. По-моему, она уже в ахуе. Девчонка чувствует, что сейчас будет какой-то пиздец. Давай. Дуй. Хорошо, дуй. Дуй, еще. Юрий будет дуть, будет Юрий. Бля, сори, не смог удержаться, эта тема прям напрашивалась тут. Вытягивайте. О, дай тарелочку какую-нибудь, чтобы положить. Иди сюда! Куда ты пошла? Подожди, еще не уходи. Так, знаете, вот я бы на месте девочки после такой заявы, наверное, возвращаться не стал. Неужели она не чувствует никакого подвоха? Это ловушка. А теперь посмотри. Какой? Посмотри, что? Ну, глянь, что там. Ну? Лиза. Блять, ну это пиздец какой-то. Судя по тому, что именинница на протяжении всего видео не проронила ни слова, осмелюсь предположить, что ее так постоянно задрачивают. У нее вообще никакого доверия к родственникам нет. Мне кажется, бабка и тетка с татухой этого момента всю жизнь ждали. Вы посмотрите на кровожадные щи бабульки. Как говно будешь жрать? И мало того, что они бедную девчонку в торт лицом окунули, так еще и вжали хорошенько. Вот отвечаю, бабка была готова держать до тех пор, пока внучка бы дышать не перестала. Ну и есть в этом видео угарный момент, когда виновница торжества смотрит в камеру. Really, nigga? Сука, какой же охуительный еблет. Бедняжка выглядит так, будто только что изнутри медведя прогрызла. А глаза? Сколько в этих глазах страданий и расстройства. Да по этому взгляду можно ее мысли прочитать. Я в ахуе с них. Но все же, если отбросить все минусы этой днюхи, за нашу подружань можно даже в какой-то степени и порадоваться. Ведь она одна из немногих, у кого получилось... Торт раскрыть в самом существе. Американцы постоянно охуевают с наших видео с регистраторов, хотя у них там ничуть не хуже моменты бывают. Тут, правда, не авария никакая, но все равно дичь. С одной стороны, это угарно, потому что далеко не каждый день видишь, как гуся током прибивает, он нелепо так на асфальт падает. Но с другой стороны... Птичку жалко. И зацените, какая у водителя заторможенная реакция. Сука, какого хуя так долго? Он что, никак не мог определиться, хавать его или нет? Не хавай. Хотя нет, он, скорее всего, вообще момент с гусем проебал, потому что на телефоне вот этот видос смотрел. Но все же мне что-то не верится, что гусь вот так вот просто проебался и влетел в провода. Тут явно дело в другом. Точняк, это его Зевс ультанул. Ну или это такая демка Терминатора. Skynet перед тем, как отправить Т-800 в прошлое, сначала на гусе машину времени затестила.
Тут недавно одно видео появилось, и все с него что-то прям нереально прутся. Оно взорвало все паблики, собрало хуеву тучу просмотров. Да, не спорю, видос довольно угарный, но я так и не понял, почему вокруг него столько хайпа. Короче, сейчас мы с вами поговорим о мужике, которого заминировали. Что случилось? Да меня заминировали, ёпта, если палка разомкнется, я взлечу на воздух. Блять, какого хуя? Какого хуя бедного мужика заминировали? Причем не каким-нибудь там стандартным способом, а с помощью палки и тапка. Что это за изверги такие? Но хорошо, что нашему страдальцу такой отзывчивый чел попался. Надо что сделать? Чё, дернуть меня нахуй отсюда, ёпта? На квадроцикле, что ли? Да похуй, ёпта, лишь бы я от бомбы ушел. Я понял, этот мужик современная версия Колобка. Он от дедушки ушел, он от бабушки ушел и... От бомбы ушел. Вас дернуть или тапок? Дерни тапок нахуй. Подожди, Да. где я сейчас генератор нахуй? Стоп, подождите, что он там сказал? Где я сейчас генератор нахуй? Какой, блядь, генератор? Может, он попутал и хотел сказать... Вот этот тапок, дергай нахуй его туда куда-нибудь. Так а ты взлетишь. Я могу, знаете, что сделать? Привязать к квадроциклу тапок Ну, и квадроциклом дернуть. давай дергай, я не знаю, ты не пострадаешь? Надеюсь, нет. Блин, ну этот чувак, который вызвался помочь бедолаге, вообще святой, по-моему. Мало того, что проезжая мимо какого-то алкаша в грязи, он не стал говорить, Сейчас мусора приедет, охуеет. так он ему еще и подыгрывает. Так, заминировано, да, говорите? Ну, ты думаешь, я шучу, что ли? Сижу здесь от неху делать? Блять, страшно. Стой, 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 хуйней ты занимаешь. Конечно, страшно, он взлетит на воздух. Знаешь, что сделать? Да. Иди сюда. Да. Вот сюда, прыгай. Ага. Вот сюда прыгай. А потом что? Бери палку нахуй и туда его нахуй в него кидай. А вы без тапка останетесь? Да ебать его, урод, я здесь живу нахуй, и лишь бы жив остался, ёпта. Так, вот у вас под жопой палка есть, давайте ее возьму и... Давай, и хуяри его нахуй туда, в него нахуй резко. Короче, тапок заминирован, вот этот. Да, да, да. Если я разомкну нахуй, пизда. Пиздец, вот тварь, кто такой сотворил вообще? И вот действительно, кто такое сотворил-то? 100 пудов во всем виноват некачественный алкоголь. Это еще хорошо, что он лишнего не перебрал. Хотя на самом деле перебрал. А то бы он там от пришельцев съебывать начал. Но теперь настало время для главного события этого видео. Разминирование. Раз, два. Смотри, в ветки не попади. Не-не, я туда вниз его закину. Три, давай. А, блядь! А! Фальшивка, ебаный брат. Фух, пронесло. Я, честно говоря, вообще не понимаю, как чувак на такой решился. Здесь же шансы 50 на 50 были. Все ведь могло обернуться совсем по-другому. Смотри, в ветки не попади. Не-не, я туда вниз его закину. Три, давай. А, блядь! А потом выясняется, что на мужика уже не первый раз покушение организовывают. Сука, меня уже третий раз пытаются убить, ебаный урод. Да я вот здесь в вагончике живу, ёпта. Вас заказали? Конечно, ёпта. А еще чуть позже он вот такое выдает. На меня уже 4 покушения было, ёпта. Пиздешь. Я, конечно, сопереживаю дядьке, ведь не каждый день с таким смертоносным оружием сталкиваешься. Но вот пиздить по поводу количества покушений — это уже перебор. И мне вот интересно, каким были предыдущие 3? В него стрелял снайпер из веревки? Или его пытались подорвать с помощью картошки? По-любому, среди этих способов была попытка переехать его на велосипеде. Не, хуйня. И вот как вы думаете, сколько он так просидел? 4 часа здесь просидел. 4 часа! Этот чел просидел так 4 часа! Блять, как он умудрился за все это время не протрезветь? Хотя чего я спрашиваю? Вон у него целый пакет бухла. Он, видать, с горя каждые полчаса подпивался. Короче, если бы я был на месте спасателей, я бы не стал церемониться. Подошел бы, взял тапочек и сказал: Давай, заебал ты, ебаный шашлык. ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода плюс 100-500. Пишите комментарии, прям вот все, что вы думаете, блядь, все ваши мысли, хоть, блядь, книгу пишите в комментариях, реально будет охуительно. Ставьте пальцы вверх, побольше пальцев вверх. Еще подписывайтесь на канал, если вдруг не подписаны. И ебашьте в Колокольцев. Потому что если вы не будете ебашить, вы Колокольцев. проебете все новые выпуски и всякие другие крутые штуки на канале. Поэтому ебашьте в... Колокольцев. Но это был плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока! Ну, мини,
Мне кажется, что надо повесить вешалку на хуй.